В Анкаре Зеленскому готовят не мир, а билет на продолжение конфликта. Лукашенко жестко ответил Киеву и предупредил, что будет, если те не услышат. Трамп переобулся прямо на ходу, и теперь он на стороне Украины. Французы захватили еще один танкер, Россия теряет суда один за другим. Всех приветствую, обсудим главные новости к этому часу. Кто еще не подписан на наш Телеграм, ссылка в описании. Лайк, подписка и начинаем. Западные кураторы Зеленского окончательно сбросили маски. Открыто признали, мирное урегулирование Украины в их планы не входит. Цель коллективного Запада неизменна – затягивать конфликт и нанести России стратегическое поражение. Ради этого Альянс готовится к масштабной милитаризации собственной экономики. По сути, речь идет не о поиске компромисса, а о подготовке к затяжной фазе противостояния. Генсек НАТО Марк Рютте анонсировал повестку саммита Альянса в Анкаре. По его словам, на мероприятие лично прибудет Владимир Зеленский, чтобы зафиксировать готовность сторон идти до конца. Президент Зеленский присоединится к нам в Анкаре. И я надеюсь показать ему и всем украинцам, что наша поддержка неизменна. А президенту Путину я напомню, что мы никуда не уйдем. Инструмент продолжения конфликта – массированная накачка Украины вооружением. Рютте прямо подтвердил, Киев полностью зависим от западных поставок, в частности от программы Pearl, запущенной совместно с Дональдом Трампом. Эта программа фактически закрывает все потребности украинской армии в средствах ПВО. Союзники и партнеры Америки предоставили Украине жизненно важное оборудование на миллиарды долларов в рамках программы Pearl. В рамках этой инициативы Украина получает почти 90% средств противовоздушной обороны, в том числе перехватчики «Патриот». При этом генсек НАТО цинизма не скрывает. Украинский плацдарм используют не только как инструмент геополитического давления, но и как полигон для бесплатных военных испытаний. Альянс собирает данные с поля боя для модернизации собственных военных доктрин. И пока мы продолжаем поддерживать Украину, мы также извлекаем важные уроки из их боевого опыта, особенно в том, что касается использования беспилотников и технологий борьбы с ними. Несмотря на громкие заявления о защите демократии, реальность говорит об обратном. Ни Зеленский, чьи полномочия давно истекли, ни его западные покровители не хотят прекращения боевых действий. Ставка делается на концепцию НАТО 3.0, перезапуск трансатлантического ВПК и миллиардные контракты для военных корпораций. Но вопреки попыткам Запада переломить ситуацию на поле боя и истощить Россию поставками Патриот и беспилотников, эта стратегия раз за разом терпит крах и лишь увеличивает масштаб разрушений для самой Украины. И судя по риторике западных лидеров, в ближайшее время ничего не изменится. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сделал жесткое заявление в адрес украинского руководства. Белорусский лидер раскрыл детали недавних контактов с украинской стороной и предупредил Киев о катастрофических последствиях в случае попыток расширить зону конфликта. Лукашенко рассказал, незадолго до этой встречи Минск посещали посланники Владимира Зеленского. Белорусский лидер лично передал через них предупреждение для президента Украины. На этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. По словам Лукашенко, реакция из Киева на это предупреждение последовала незамедлительно. А вы как думаете, рискнет Банковая расширить зону конфликта? Или это были очередные сказки со стороны Зеленского? Лукашенко призвал украинские власти отказаться от агрессивной риторики, прекратить попытки давления и перейти к реальному прагматичному диалогу. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить. Не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Президент Беларуси также прямо обозначил истинную роль Украины в текущем глобальном противостоянии. По сути, за этим конфликтом стоят совершенно другие геополитические игроки, а Киев – лишь инструмент в чужой игре. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы хотим, чтобы Украина сегодня, Андрей, Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаю, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то
продвигать. Резюмируя свою позицию, Лукашенко подчеркнул: Минск стремится исключительно к мирному урегулированию, но требует жестких гарантий безопасности, чтобы исключить любой обман. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. На самом деле в этих словах прослеживается четкий сигнал. Минск устал быть наблюдателем и готов открыто обозначать красные линии. И судя по тону белорусского лидера, это далеко не последнее предупреждение в адрес Киева. Трамп официально сбросил маску нейтральной стороны в украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: Соединенные Штаты впервые документально зафиксировали отказ от роли непредвзятого арбитра. На саммите G7 американская сторона подписала итоговый документ, который юридически закрепляет их прямую вовлеченность и безоговорочную поддержку Киева. Вот что конкретно заявил глава Елисейского дворца. Впервые США подписали с нами документ, в котором четко сказано, что они больше не являются нейтральными посредниками, а поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, оказывают военную, техническую и энергетическую помощь, а также вводят санкции против России. Это также свидетельствует о сближении позиций США и Европы. Так что это важно, и мы должны продолжать в том же духе. Наша задача везде, где это возможно, удерживать США на нашей стороне, но при этом с каждым днем укреплять нашу независимость. Европейским лидерам, которые поспешили обрадоваться этой победе, явно стоит поумерить восторг. Вся эта история пахнет очередной прагматичной ловушкой Белого дома. Официальный отказ от нейтралитета развязывает американцам руки зарабатывать на контрактах собственного ВПК и навязывать Европе дорогой сжиженный газ под видом энергетической помощи. Но главное даже не в этом. Европейцы упорно забывают, с кем имеют дело. Позиция Дональда Трампа меняется буквально по несколько раз на дню. Сегодня он подписывает жесткие формулировки, а уже завтра может заявить нечто совершенно противоположное, потребовать от Европы платить по счетам или объявить о готовности договориться с Москвой напрямую. Подпись Вашингтона под бумагами не гарантирует ровным счетом ничего. Получается, американцы действуют исключительно из собственной выгоды, и европейские элиты рискуют остаться один на один с опустевшими бюджетами. Немного ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио окончательно отрекся от Анкориджа, заявив, что на Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было. Он похоронил дух Анкориджа. Сигнал, что обещания Вашингтона живут ровно до следующей выгодной сделки. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, французский флот перехватил у берегов Сицилии танкер «Деливер», который, по его словам, является частью российского теневого флота. По сути, это уже не единичный случай, а часть целой кампании по охоте за судами, связанными с Россией. Макрон утверждает, что танкер использовался для обхода санкций и финансирования российской военной кампании. Судно, шедшее под флагом Камеруна, вышло из Приморска и направлялось в Сингапур. Этот инцидент продолжает целую серию задержаний судов, которые Франция относит к российскому теневому флоту. Так, в марте в Средиземном море был задержан танкер «Дейна», следовавший из Мурманска под флагом Мозамбика при участии британских военных. На самом деле подобные перехваты давно превратились в отдельный фронт противостояния – морской. Европейские страны все чаще задерживают суда под третьими флагами, обвиняя их в обходе санкций, но при этом крайне редко предъявляют публичные доказательства, которые можно проверить независимо. В итоге каждый такой случай превращается в информационный повод, а не в юридически закрытое дело. Для России подобные задержания означают рост издержек на логистику и страхование морских перевозок. Для Европы очередной повод заявить о решительности в санкционном давлении. Но в итоге страдает не геополитика, а обычная торговля. Судовладельцы из третьих стран теперь рискуют попасть под удар просто за маршрут через Средиземное море. Итак, что мы имеем к этому часу? В Анкаре готовят почву не для мира, а для совсем другого сценария. Лукашенко жестко обозначил Киеву красные линии, и явно не в последний раз. Трамп резко перешел на сторону Украины, и Кремль такого разворота точно не планировал. А у берегов Сицилии французы перехватили уже не первый танкер. Охота за теневым флотом только набирает обороты. Пишите в комментариях, что думаете по всей ситуации. Я читаю все. Поддержите мой канал подпиской и лайком. С вами был Медиашот, скоро увидимся, всем пока.